привет! Меня зовут Ольга и с вами «Схожести». Сегодняшняя пара, наверное, еще более известная, чем рассмотренные мной предыдущие. По крайней мере, если мы услышим одну песню из этой пары, она наверняка отдаленно напомнит нам что-то похожее. Здесь, как и в предыдущей паре, похожим фрагментом является начало песен, однако этот фрагмент неоднократно повторяется в дальнейшем в обеих песнях. И, собственно, сами песни к рассмотрению – это Bad Boys Blue I Wanna Hear Your Heartbeat Sandy Girl и Олег Газманов «Эскадрон». Сейчас мы также прослушаем фрагменты, которые не входят в рассматриваемый нами отрезок, потому что по данному анализу будет казаться, что эти песни почти что одинаковые, но все-таки это разные песни. И первая песня нашей пары – это Bad Boys Blue I Wanna Hear Your Heartbeat. Вторая – Олег Газманов «Эскадрон». Мои мысли, мои скакуны, словно искры зажгут эту ночь, обгоняет безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Теперь переходим к похожим фрагментам, с которыми и будем впоследствии работать. Итак, I Wanna Hear Your Heartbeat. И «Эскадрон». Честно говоря, тут и вправду можно подумать, что кто-то у кого-то мотив спер, потому как фрагменты эти очень похожи, ну или что кто-то из них прослушал песню, забыл, а впоследствии написал мотив, сам не замечая того, что первая песня играет где-то в подсознании. Они не одинаковые, у них есть отличия, их я тоже разберу, но возвращаясь к теме, хочу сказать, что я склонна думать, что у обоих композиторов, которые написали эти мелодии, в момент творения было одно и то же настроение, они были как бы на одной волне, и, возможно, так распорядилась Вселенная. Быть может, это немного наивно, но так позитивнее. Так вот, если мы очень внимательно прослушаем похожие фрагменты, мы сможем посчитать количество нот, используемых в них. И это количество не одинаковое, как может показаться на первый взгляд. Эти фрагменты мы можем визуально разделить на синтагмы, а потом и подсинтагмы, и мы получим следующую картину. Фрагмент I Wanna Hear Your Heartbeat содержит ноты в синтагмах 3, 7, 5, 3, а «Эскадрон» 3, 7, 7, 5. Итого обе песни содержат по 22 позиции. Да, несмотря на то, что в I Wanna Hear Your Heartbeat нот меньше, это не значит, что отсутствуют сами позиции. Они оттуда никуда не делись. Однако эти фрагменты не самое начало песен. Оно немного другое, но тоже похожее. Конечно, не прям одинаковое, но что-то общее у них явно есть. I Wanna Hear Your Heartbeat. И «Эскадрон».
Теперь переходим непосредственно к разбору. Чтобы в анализе уж совсем не ошибиться, рассматриваемый фрагмент можно немножко растянуть. Мы получим следующее, в случае с I Wanna Hear Your Heartbeat. И в случае с эскадроном если мы попробуем по получившимся фрагментам нарисовать график, мы получим примерно следующее. Примерно, потому что, как я говорила в своем предыдущем видео, нот я не знаю, но и такой график в рассмотрении будет являться удобным интерфейсом. Еще хотелось бы сказать, что весь фрагмент в случае с эскадроном на 2 позиции по тону ниже, но на графике я этого не отобразила, на анализ этот момент не повлияет. И здесь мы тоже рассмотрим несколько элементов. Первый – это похожие части от начала. Слушаем. Второй элемент – это похожие части во второй синтагме. Они нам пригодятся в дальнейшем, поэтому тоже прослушаем отдельно. Как вы могли заметить, я выделяю похожие части не до конца первой подсинтагмы второй синтагмы, хотя ее последняя нота, как видно, находится на одной позиции в обеих песнях. Однако, несмотря на этот факт, звучание ноты в 8-й позиции в песнях различается. Убедимся в этом. Однако объяснение можно найти в самом графике. Если в I Wanna Hear Your Heartbeat нота в 9-й позиции находится на той же позиции по тону, то в эскадроне она идет вниз. Теперь прослушаем первую подсинтагму третьей синтагмы, если по графику. Но тут видно, что они похожи. Однако есть один интересный момент. Если мы отразим эту часть по горизонтали, то мы получим тот же график, что и в случае с той же частью второй синтагмы. А если мы ее отразим еще и по вертикали, то мы получим зеркальное отражение первой подсинтагмы второй синтагмы, то есть, говоря другим языком, ее реверс. Ну и рассмотрим последний элемент, четвертую синтагму. В случае с I Wanna Hear Your Heartbeat на самом деле трудно определить место предпоследней ноты, потому как по времени она по идее должна стоять на 20-й позиции, а вот по характеру перехода на 21-й, поэтому я ее и поставила на эту позицию. Длины этих синтагм одинаковые, обе по 750 миллисекунд. Что же касается самих синтагм, то по графику видно, что первая нота первой подсинтагмы в эскадроне находится на 2 позиции выше, чем в I Wanna Hear Your Heartbeat, хотя явно слышно, что в целом та звучит выше. Но я уже говорила, что первая рассматриваемая нами песня находится на 2 позиции выше, так что если мы мысленно сместим график вверх, то получится, что эта
нота в обеих песнях находится на одной позиции. Здесь видно, что в принципе эти синтагмы похожи, а вот что касается отличий, то помимо количества нот и положений некоторых, можно отметить амплитуду нот между 18 и 21 позициями, так как это то, что больше всего бросается в глаза. В первом случае она составляет 1 тон, во втором 2. Ну и подводя итог, можно выделить все похожие части в этом фрагменте. Вот примерно такая картина. Как я говорила ранее, начало не единственное место, где эти фрагменты встречаются в песнях. Так, в случае с I Wanna Hear Your Heartbeat этот фрагмент соответствует второму фрагменту, который следует сразу, с той лишь разницей, что последней синтагмы в нем как бы нет. Вот что вышло. Далее в середине песни третий такой фрагмент соответствует первому, а четвертый – второму. В эскадроне в середине песни второй и третий фрагменты соответствуют первому, а также четвертому и пятому, но эти сыграны другим музыкальным инструментом. Также в конце песни I Wanna Hear Your Heartbeat есть еще два почти одинаковых фрагмента, пятый и шестой, которые в свою очередь тоже имеют общие черты с рассмотренными нами, однако имеют и существенные различия. Но расскажу я о них в следующем видеоролике. А почему? Об этом я тоже расскажу в следующем ролике. Сейчас могу сказать только то, что эти фрагменты очень красивые. Ну а сейчас для закрепления результата еще раз прослушаем наши фрагменты. В оригинальном варианте, разумеется. I Wanna Hear Your Heartbeat. И эскадрон. Ну вот, казалось бы, очевидно похожие фрагменты раскрыли много интересной информации, так что, наверное, нужно не бояться копать глубже, ведь новое открытие – это всегда здорово. В скором времени я постараюсь выложить следующую пару, а эта, я надеюсь, была интересной. Всем пока!